Друзья, всем привет! Меня зовут Антон, и я частный пилот. Сегодня нас с вами ждет особенный полет. Я побывал уже в достаточном количестве локальных аэропортов, и хочется улететь куда-нибудь подальше. Но Калифорния, где я живу, со всех сторон окружена горами, и нам нужно их перелететь. Для того, чтобы это сделать, нам нужен мощный самолет, такой как Cessna 182, который стоит у меня за спиной, и навыки управления самолетом в горах. И сегодня мы будем их получать. План нашего путешествия таков. Отправляемся из города Пало-Альто и летим прямиком к озеру Тахо. В его окрестностях расположено много аэропортов, и мы выберем несколько из них. Первым на очереди будет аэропорт города Траки. Здесь мы приземлимся и останемся на ночь. А уже следующим утром пересечем озеро и окажемся в аэропорту Саус-Лейк-Тахо. В город неподалеку мы часто приезжаем с друзьями и зимой, и летом, поэтому посадки в этом аэропорту я жду уже долгое время. После Саус-Лейк-Тахо мы набираем высоту, перелетаем горный хребет и летим в аэропорт Плейсервилл. Плейсервилл будет крайним аэропортом в нашем списке, и после этого мы полетим домой в Пало-Альто. Помогать мне в этом полете будет инструктор Дрю. Поскольку горы — это суровые условия, то лучше иметь в компании опытного товарища. А тем временем предполетная подготовка завершена, все системы проверены, и мы готовы к отправлению. Выруливаем к взлетно-посадочной полосе. Получаем разрешение диспетчера на взлет, выруливаем на полосу и даем полный газ. Скорость 59, и я тяну штурвал на себя. Борт отрывается от земли, и наше приключение начинается. Whiskey, traffic 11 o'clock, 3 miles off direction, 8500 to King Air descending. Oh, there's a plane in front of us. Yeah, on ADS, 100. Спустя час полета мы оказываемся на высоте 3 с лишним километра. И сейчас самое время рассказать про первую опасность горных полетов. Это, конечно же, гипоксия. На больших высотах нехватка кислорода начинает замедлять реакции и снижать внимательность пилота. Для решения проблемы гипоксии используются различные кислородные системы. Я взял самый простой из них – это портативный баллон. Но по итогу я не почувствовал никаких изменений, что неудивительно. Текущая высота слишком низкая и кислорода предостаточно. Тем временем мы уже рядом с аэропортом Траки, поэтому начинаем снижение и по команде диспетчера выполняем заход на посадку. Traffic inside and 29 are clear to land, 1 to Charlie. There you go. Когда я оказываюсь ближе к земле, то замечаю, что наша скорость выше, чем обычно. В горах разреженный воздух снижает подъемную силу, и необходимо лететь быстрее, чтобы самолет не упал. Опасность заключается в том, что большая скорость увеличивает длину пробега по взлетно-посадочной полосе, и в худшем случае можно выкатиться за ее пределы. Поскольку в данном случае у нас все под контролем, мы продолжаем посадку. После приземления заправили полные баки горючего, припарковали самолет на транзитной стоянке и отправились на заслуженный отдых. Утром позавтракали, и пока ждали такси, я решил пройтись у воды. И нас приветствует озеро Тахо. Учесть, что это утро пятницы, конечно, настроение давно у меня в пятницу такого не было. Но это просто сказка. Такси приехало. Загружаем вещи и выезжаем в аэропорт. Впереди долгий полет, и я рад, что есть лишние 20 минут, чтобы просто посидеть, расслабиться и насладиться видами природы. Самолет, заходящий на посадку, напоминает, что аэропорт уже совсем рядом. И уже через 5 минут мы идем к самолету, готовим его к вылету и вскоре поднимемся в небо. Через 15 минут машина готова, я получаю добро от диспетчера и даю полный газ. По ходу разбега смотрю на показания приборов двигателя. RPMs are good, manifold pressure is fine. Just more to the right. Airspeed is growing.
Дожидаемся, когда скорость достигнет 59 узлов, и машину можно поднимать в воздух. 29, rotate. Use a lot of runway, huh? Yes. Skyline 398, driving the Skyhawk to your По плану нам нужно совершить 2 взлета и посадки в каждом аэропорту. Поэтому сейчас мы приземлимся в траке еще раз, а после этого отправимся продолжать летную программу в аэропорт Саус-Лейк-Тахо. Разворачиваемся над городом Траки и летим обратно к аэропорту. Аэропорт совсем рядом, поэтому я проверяю по чек-листу, что самолет готов к посадке. Sure. Flap setting, airspeed adjust, rudder trim control. Все пункты чек-листа выполнены, и поэтому плавно спускаем самолет на полосу. Теперь мы ведем переговоры с диспетчером, уточняя процедуру отправления и маршрут в аэропорт Саус-Лейк-Тахо. Depart to South Lake Tahoe, 1 to Charlie. Cessna 13 Charlie, runway 2, taxi via Alpha Golf. Taxi to 2 via Alpha Golf, 1 to Charlie. Все согласовано, и мы готовы к продолжению полета по запланированному маршруту. Спустя 10 минут после взлета нашему взору открывается вот такая панорама. Озеро просто необыкновенное. Цвет воды, окружающие его горы. Через пару месяцев эти вершины начнут покрываться снегом, и я дико кайфую от мысли, что скоро снова можно будет встать на сноуборд. Несмотря на отвлекающие факторы в виде красоты, в кабине рабочая атмосфера. Сверяюсь с чек-листами, ввожу в радио новые частоты, и скоро начнем снижение. Через пару минут перед нами видна взлетно-посадочная полоса, куда нам предстоит сесть, а чуть левее – горнолыжный курорт, куда мы обычно гоняем с друзьями. Мы уже достаточно близко к аэропорту, поэтому я отключаю автопилот. Если слышите этот звук, то не пугайтесь. Это означает, что автопилот отключен и самолет на ручном управлении. Вот мы объявили по радио о нашем намерении сесть и предлагаю насладиться кадрами посадки без лишних объяснений. Первая посадка есть. Теперь план доехать до конца полосы, развернуться и взлететь в противоположном направлении, чтобы сесть на эту же полосу, но с другой стороны. Теперь давайте с вами проведем эксперимент и сравним, сколько времени нужно самолету, чтобы взлететь на разных высотах. Слева самолет взлетает в Пало-Альто на уровне моря, а справа в горах. Даем полный газ и засекаем время. На уровне моря самолет взлетел за 13 секунд, а в горах за 24. Почему так произошло? В горах из-за меньшей плотности воздуха двигатели работают хуже, и поэтому самолету требуется больше времени, чтобы набрать необходимую для взлета скорость. По той же самой причине набор высоты более медленный и требует большее расстояние и времени.
Поэтому сейчас, когда нам пора лететь в другой аэропорт, вместо того, чтобы лететь по прямой, мы продолжим набор высоты над озером и повернем влево только тогда, когда будем уверены, что сможем перелететь горы. Спустя 7 минут мы уже достаточно высоко. Ложимся на курс и последние минуты наслаждаемся видами озера. Набрать высоту заблаговременно было очень правильной идеей. Мы летим над горами и вокруг ни одной дороги. В случае отказа двигателя безопасно приземлиться здесь просто негде. Вскоре перед нами показывается взлетная полоса города Плейсервилл, но из-за перегрева у меня отключились все камеры, поэтому эту часть придется пропустить. К счастью, все самое красивое и интересное было ранее. После тренировки в Плейсервилле мы полетели домой. Уже вскоре, через 40 минут, мы садились в аэропорту Пало-Альто, а наше приключение заканчивалось. Друзья, пора подводить итоги уходящего летного дня. У нас с вами был очень интересный и крутой полет в горах. И, в принципе, горы по своей природе очень классные, но из самолета это наблюдать гораздо более интересно и захватывающе. Мы с вами увидели некоторые особенности гор. В первую очередь, это, конечно же, уменьшенная плотность воздуха, из-за которой хуже работает двигатель, и самолету гораздо тяжелее взлетать и набирать высоту. Из-за той же самой плотности воздуха самолету приходится лететь быстрее, и это чревато более высокой скоростью посадки. Мы с вами познакомились с таким понятием, как гипоксия, хотя, слава богу, мы не наблюдали ее. Еще одна из особенностей – это сложный горный рельеф. Если произойдет какая-то экстренная ситуация, не так много мест, где можно посадить самолет, и это крайне неприятно. Один из важных моментов, который мы с вами не наблюдали сегодня, слава богу, это погода. Безусловно, мы выбрали такой день, в который погода будет ясная и не будет никакого ветра, и все будет шикарно прекрасно, чтобы мы получили максимум удовольствия и максимум пользы от тренировки. Про отдельную составляющую погоды стоит упомянуть ветер. Дело в том, что из-за рельефа он очень сильно ускоряется на вершинах хребтов. И очень опасно лететь против этих ветров, потому что ветер, который спускается по склону горы, способен легко воздействовать на самолет и врезать его в гору. Вот пример того, как пилот на маломощном самолете попытался лететь против ветра. Чистое везение, что самолет не задел землю и пилот остался жив. Такой случай напоминает, насколько важна подготовка и расчет в горах. Этот опыт – ценный урок для нас. А наше приключение тем временем подходит к концу. Я очень рад, что этот полет состоялся, и теперь у меня открыта новая глава моей летной истории. Это горные полеты и полеты в другие штаты на более мощном самолете. И я хочу сказать огромное спасибо моим зрителям. Мне было очень приятно снимать и монтировать это видео. Я надеюсь, что вам точно так же приятно сейчас его смотреть. И до новых встреч!